Пишите, болейте. Мы всегда рады вашей поддержке. Все мы читаем, все видим. Поэтому бывают разные времена, победы, поражения. Но мы всегда стараемся для вас. Болейте за Virtus.pro. Всем привет, друзья! Вы на канале Virtus.pro CSGO. Мы снова делаем контент. Сейчас мы находимся в Копенгагене, это Дания, на РМР. Покажем вам эту прекрасную страну, интересный город, покажем, как ребята играют, их эмоции, все, что постоянно происходит на этом турнире. Мы живем в крутом отеле Crown Plaza. Хоть это и находится на окраине Копенгагена, это еще не значит, что условия какие-то плохие. На самом деле все очень классно. У нас большие практики, очень удобно, пока все очень нравится. Кажется, что это один из лучших турниров в КС, на котором мы были. Smell a little bit. What the smell? Водитель привез нас туда, где продакшн. А нам сказали, иди отсюда, вы здесь продакшн. Я могу здесь остаться. Продакшн. Snacks. За день до игр ребята приезжают на арену, устанавливают все свои девайсы, SSD-шники проверяют, чтобы завтра, когда мы уже приехали на игру, все было готово, все было четко, не нужно было проводить какие-то дополнительные действия. You know, It's Turkish. how? Nasılsın? Nasılsın? Yeah. That means how are you in Turkish? How to Nasıl? say good? İyiyim. İyiyim. Yeah. That means I'm good. İyiyim. Yeah. Не сиси и Скажи вообще, как впечатление от Дании? Ты первый раз здесь, вот, день, как первый у тебя, получается, прошел? Ну, погода чуть-чуть такая суровая. Суровая? Ну да. Мы были вот на Мальте, там было классно. Плюс 10, плюс 15. И в Белграде последние дни прям солнечные были. Весна. А тут так еще. Сейчас в Рио поедем, там 30 градусов будет. Ну вот, я жду уже. Я люблю тепло. Слушай, скажи вообще, как команда себя чувствует сейчас после не очень удачного выступления на предыдущем турнире? Ну, я бы не сказал, что это было неудачно. Это было провальное выступление. Да, Ничего, нормально. Ничего немножко. Перезагрузились, поставили себе цели, то, что надо выступить хорошо на мажоре, и все. Твой любимый игрок BB-Team? Есть только правильный ответ. Союз? Союз. Давай. Союз BB-Team, привет, Союз. Я не помню. Знаю. Что это может быть за правильный ответ? Виталий Сейфмельник, правильный ответ. Едем из арены в отель, провели очень успешную настройку SSD. Леха, как думаешь, почему КСеры более легко относятся к медике, чем дотеры? Мне кажется, дотеры более социально не развиты, поэтому они так не относятся. Ты сейчас оскорбил? Это не как оскорбление, ну, наверное, просто не приспособлены к какому-то социуму. Да в чем разница? И те же играют. И те же играют, но мне кажется, дотеры проводят в доте гораздо больше времени, и у них там контингент людей гораздо отличается, чем от кейсеров. Мы на втором этаже нашего отеля, здесь находятся многие практис-румы, в том числе и наш. Практис-румы здесь имеют особое название из-за отеля, не из-за того, что мы их как-то выбрали. Наш называется Лохнесс 2. Сразу хочется сказать, что это просто гигантская комната, мало на каких турнирах такое бывает. Вообще места очень много. Из особенностей практис-рума можно отметить 360-герцовые мониторы. Быстрый комментарий, как тебе вообще практис-рум? Это, наверное, один из самых лучших практис-румов, потому что он здоровый. Обычно нам дают практис-румы, которые находятся в отеле, ну, как обычная комната, ее переделывают под практис-рум. Следовательно, ну, что там, 25 квадратных метров. Даже меньше, наверное, даже 15-20. А тут он очень большой и, ну, кайфово, когда такая большая комната. Чувствуется, как будто ты не в практис-руме, а ты на буткемпе. И очень роляет. Главный вопрос к тебе. Кто написал вот это? Достал мой краш. Ну, не знаю, наверное, кто-то из VP Angels подкрался сюда ночью и написал. Ну, точно не Катрин, потому что мы знаем, что у Катрин другой краш, он там сидит. Пока ребята в практике тренируются целый день, мы не будем им мешать, а лучше съездим в центр города, посмотрим вообще, что из себя представляет Копенгаген, попробуем местную еду, насладимся окрестностями. Погнали! И вот мы в центре Копенгагена.
Пока вы смотрите первый влог из РМР, я вам хочу заранее сказать, что обязательно надо подписаться на канал, потому что контента у нас будет в ближайшие месяцы просто очень много. Мы снимем влоги отсюда, они будут выходить каждый день после каждого игрового дня. Потом мы поедем в Рио, и там тоже будет влог. Потом еще один буткэмп, оттуда снова контент. И потом Даллас, и еще контент. Потом будет летний перерыв, скорее всего, вряд ли будут какие-то еще турниры, и вернемся во второй половине года. Но в любом случае, в ближайшие 2 месяца, апрель, май и первая половина июня, очень много видео на канале. Так что обязательно подпишитесь, поставьте колокольчик, если вы до сих пор не поставили, и не пропускайте ни одного видео на канале. По численности населения Дания не самая большая страна, здесь проживает всего порядка 6 миллионов человек. При этом в КС мы знаем огромное количество датчан. То есть точно можно сказать, что Дания страна КС. Мы все знаем Астралис и других ребят. Все-таки не устояли, зашли в пекарню и нашли здесь то, что у каждого из вас было в детстве. Пицца. Точно такая же, как в школьной столовке, только здесь она стоит 5 евро. У Джейма есть определенная особенность, когда мы приезжаем на турниры, он всегда максимально серьезный, максимально в full фокусе, вообще ни на что не отвлекается, смотрит всегда в одну точку. Вы просто посмотрите на него. Просто бестяра. Привет, Никита. Кстати, ты, может быть, в наших влогах вообще первый раз. Никита, в общем, он с самого первого дня ВП. Крутые страны, он приезжает, поэтому сегодня он с нами. Завтра тоже. Да, готовились мы нормально, хорошо в Белграде. Оттуда сыграли онлайн-матч, проиграли турнир. Наверное, максимум выжили из того, что возможно. Подготовились, вроде все отлично. Главное 3 победы. Каким способом? Неважно. Потому что я хочу, чтобы команда была готова ко всему. Вот. Поэтому 3 победы самое главное. Поэтому Соу — это те пацаны, которые были в Антверпене, где 0-0-3 дефьюз был. А так завтра в целом 2 матча. Еще мы не знаем, какой будет второй. А так систему я люблю, швейцарская. Постоянно мы рубимся. Самое интересное, я считаю. Blast или PGL или ESL. Неважно. Главное хорошо играть. Просто город новый. Хочется его тоже посмотреть. Но хочется... Это был начать... Копенгаген? Нет, для нас это первый. Только Женек был. Женек выиграл. Да. Да, Женек выиграл свой Копенгаген. Пишите, болейте. Мы всегда рады вашей поддержке. Все мы читаем, все видим. Поэтому бывают разные времена. Победы, поражения. Но мы всегда стараемся для вас. Болейте за Virtus.pro. Я люблю реально ВП. Не фейк. Доброе утро, ребят. Сегодня второй день РМР и первый игровой день. Сегодня первый матч против СОУ играем. Вне зависимости от результата будем играть и второй матч. В любом случае надеемся на 2 победы. Сейчас идем к игрокам и поедем уже на арену. Чувствуете этот запах? Это запах концентрации. Только слышно, что клацает. Парни в full focus. Сейчас на самом деле очень рано. Мы пришли сюда примерно в 9:10. Я думаю, что они тут уже час сидят, тренируются после завтрака. Первые игры не такие. Женя выравнивает высоту стола по специальной линейке, которую парни берут на каждый турнир, потому что если у тебя каждый раз одинаковая высота стола, то все то же самое, к чему ты привык. Соответственно, ты можешь выдавать тот же самый перформанс, как ты привык его выдавать. Очень важный момент, на самом деле. Потому что все столы здесь же двигаются и в практике у нас, и в зоне игр. Ты можешь настроить любую высоту. Многие из вас спрашивают, что это такие за пакетики, которые игроки постоянно мнут в своих руках. Ответ очень прост. Это грелки для рук. Если вы их мнете, там есть специальное вещество, которое разогревается, соответственно, ваши руки, и главное пальцы всегда в тепле. Если руки замерзают, ваша моторика становится более замедленной и менее точной. Соответственно, с помощью грелок для рук вы всегда будете в тепле и четко будете двигать мышкой, нажимать на клавиши и так далее. Так происходит на турнирах Вета. Парни выпекают как. Side, city, city. All right, good. Thanks. Good luck. Once more here. Jim getting aggressive, and he goes right through Kev, gets a second, and this is what you like to see from James. Sometimes he pulls one of these out. He's very capable of getting into those close quarter combat positions and making that off sing. He's opened up the B site on his own. Another one from James. 1 versus 2.
Tucked on in, they know exactly where he is, but he hits the shot. Has to be Story, close with the orb, misses the no-scope, and Kicker sprays him down to find 15. Выиграли против Соул. Такой серьезный оппонент. Вот он, тренер моей мечты. Давай, поведай нам, как вы воткнулись. Да ничего, первая игра. Ничего особенного. Просто вхождение в темп. Нужно набирать по ходу чипа и сохранять силы и настрой. Тут, в принципе, нечего сказать такого. Не прям чисто сыграли. Могли еще чище. Такие мысли. Сегодня единственный день, где 2 игры, и поэтому нужно все правильно сделать. На самом деле можно было сделать хайлайт Джеки, где он 3 убил. Типа, если бы мы доиграли, это был бы Джекин хайлайт, потому что у нас в блоке у него 1 авик, он убивает 3. Типа, к тому же как энтри. 1, 2, 3 энтри подряд, и мы все равно залили. В итоге между первым и вторым матчем у нас было порядка 3 часов. Парни все это время готовились, практически не отдыхали, буквально только покушали и сейчас смотрят игры Бейт. Выезжаем на арену примерно в течение 45 минут. Рабочая атмосфера. Закончим в этот раз сегодня точно пораньше, чем вчера. Будет время немножко выдохнуть, подготовиться к 3-му матчу, который будет уже завтра. Сейчас мы сделаем небольшой обзорчик вообще помещения. Вы же знаете, что мы находимся в центре вообще киберспорта Дании. Это офис постоянной Бласта, насколько мы понимаем. Или, по крайней мере, не офис, а какой-то production place. Потому что везде вывески Бласта с внешней стороны ангара. И они тут постоянно. Тут же будет проходить, соответственно, чемпионат по Rainbow Six Major. Вот отсюда начинается путь игроков, когда они приезжают на венью. Соответственно, сюда подъезжают вен, они выходят и идут вот в такой вот ангар, где написано Blast. Но, если им нужно сходить в туалет перед этим, для всех туалеты одни и выглядят как отдельный стоящий фургон. Заходим в помещение, попадаем уже в отапливаемую часть ангара. Учитывая, что мы только в Джерси, это достаточно важно. Соответственно, здесь у них в первой части будка прессы, зона для отдыха сотрудников Бласта, перекусы для талантов и так далее. Но это все нам не так интересно, потому что мы идем в зону игроков. Все самое интересное ведь только там. Пойдем в зону, где смотрят игроки все матчи. Дальше у нас небольшой стол со снеками, и начинаются комнаты, где тренеры команд, менеджеры и там медиаперсонал, как мы, смотрим матчи. Туда мы тоже чуть попозже зайдем. Но так как уже матч скоро начнется, пойдем покажем, собственно говоря, зону, где происходит вся магия. Мы находимся в зоне, где проводятся все матчи. Таких зон, как эта, 2. То есть на примере этой можно представить, как видим вторая. В каждой зоне 4 кабинки, так называемых. Хотя с кабинками это назвать сложно, потому что их ничто не ограничивает. Нет никакого стекла, пластика и так далее. Все слышно, все видно. And 2 versus 3. I don't know about this one. Bomb is in Donut, and it's probably going to stay there. It's Kicker from 0 kills. Oh, James, this is a little bit aggressive. There's the whole army coming your way. He gets back around the corner, and it's a great quad kill for him. All right, it's all good. 10-10, камбэкнулись 9-1. На самом деле, психологически, наверное, это очень-очень важно. Леха наконец-то прогрузился в игру. Вначале не давал вообще ни одного фрага, потом выдал несколько клатчей, и сейчас уже выровнялся с остальными. Очень классно идем. Главное не сбавлять темп. Половина как будто бы пойдет в нашу пользу сейчас, учитывая, какой у него классный старт. Достаточно обидно, проигрываем матч 16-14. Были вот настолько близки, но в принципе команда старалась. Чемпионы — это те, кто умеет проигрывать, а потом подниматься. Вы сами знаете, как выигрываются мейджоры, что надо подниматься с самого дна и выигрывать с самого дна. Странный матч сегодня был. Не свойственный нашей команде. Парни прямо сейчас разбирают 2 игры, которые сегодня были, готовятся к завтрашним матчам. Мы пока не будем их тревожить лишний раз, потому что каждый вообще час на счету.
Так что увидимся завтра во влоге. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и смотрите наши видео. Чел, Джеймтайм работает только в CSGO. Не стоит сейвить свой лайк, комментарий на следующий ролик. Просто сделай это.